Подведем некоторые итоги встреч, которые состоялись в Брюсселе, в Париже и в Страсбурге. Прежде всего в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Борреллем. Главное, что мы услышали, не признание Лукашенко. Нет иллюзий в Европейском союзе, что касается оценки ситуации, которая сложилась в нашей стране. Массовые репрессии, нарушение законодательства, вопиющая ситуация, которая, конечно, шокирует всю Европу. Шестой пакет санкций. Боррель сказал, начата подготовка. Если мы говорим о встречах в Париже, я хотел бы отметить, что абсолютно меняется позиция Франции. Во-первых, Беларусь стала в повестку дня Парижа. Париж с 1 января принимает председательство в Европейском Союзе. Это ключевая страна в мире, это ключевая страна в Европейском Союзе. И Париж говорит очень четко, мы не признаем Лукашенко в качестве президента. Подтверждением этому является отказ вручения верительных грамот послом Франции Лукашенко. И это юридический факт. И именно из этого исходит Париж. Париж будет поддерживать давление на Лукашенко. Если мы говорим про санкции, шестой пакет, еще раз мы говорим, что это не самоцель, это инструмент прекратить репрессии, заставить режим освободить политических заключенных и провести демократические выборы. И прекрасно понимает и Лукашенко, и его сотоварищ Маккей, каким образом остановить санкции. Но по каким причинам? По каким-то причинам он не хочет или они не хотят этого делать. Следующее, что очень важно, встречи в парламенте, в Национальной ассамблее Франции, в Сенате Франции, с председателем комитета по международным делам, с руководителями групп по сотрудничеству с Польшей, с Германией, а также по тематике Беларуси. Нет иллюзий касательно миграционного кризиса. Это искусственная ситуация, созданная нелегитимными властями в Беларуси для того, чтобы оказывать давление на Европейский Союз. И здесь абсолютная солидарность с позицией Польши, Литвы и Латвии. В Национальной ассамблее Франции уже создан проект резолюции по Беларуси, где говорится о непризнании Лукашенко, где говорится об оценках и посыле, который будет дан правительству Франции, каким образом действовать в отношении режима Лукашенко. И этот проект резолюции уже подписали десятки депутатов Национальной ассамблеи. Посмотрим, может быть, она будет принята в ближайшее время. Аналогичный документ готовится и в Сенате Франции. Страсбург. Встреча с вице-президентом Европейского парламента Николя Бейер, а также с нашим другом, докладчиком по Беларуси в Европейском парламенте Петросом Аустравичусом, также с целым рядом депутатов Европейского парламента. Главная тема – уголовное преследование Лукашенко и его сообщников. Фактически мы говорили о том, что уже создается и коалиция адвокатских компаний, и экспертов. И в том числе мы рассчитываем в ближайшее время на появление коалиции межправительственной по выработке очень четких инструментов, алгоритмов начала уголовных процессов, процессуальных действий в отношении как самого Лукашенко, так и всех его сообщников, которые совершают преступления против человечности, которые совершают акты международного терроризма. Это очень важно. Тема референдума, она была предметом и в Брюсселе, и в Париже, и в Страсбурге, предметом обсуждения. Референдум не имеет права назначать нелегитимный человек, узурпировавший власть в Беларуси. Невозможно проводить народный плебисцит, когда в тюрьмах тысячи политических заключенных, когда выносятся приговоры 18 лет тюрьмы, когда на 6 человек дается приговор 100 лет тюрьмы. Представьте себе, 100 лет тюрьмы на 6 человек, которые просто высказали свою позицию, даже не смогли принять каким-то образом участие в кампании 9 августа 2020 года, президентской кампании. Поэтому референдум нелегитимен, он невозможен. И эту позицию мы говорили, об этом мы обсуждали также в Совете Европы с генеральным секретарем парламентской ассамблеи Совета Европы. Это очень важно. Очень важно, что мы продолжаем действовать. Очень важно, что солидарность с нами проявляют наши партнеры. Но главное зависит от нас. И мы знаем с вами, что делать в день, на который назначит Лукашенко псевдореферендум.